XVIII век в России. Правление Екатерины II. Его еще называют «золотым веком дворянства». Завоевание Кавказа, начатое Петром I, продолжается. И в это время в Чечне появляется настоящий герой, о котором будут помнить и через века. В Чечне были всевозможные военные действия, то есть чеченцы противостояли против посягательств соседних владетелей. Но все эти выступления были подавлены быстро царским командованием. И на арену политическую выходит шейх Мансур. О шейхе Мансуре написаны произведения, диссертации, научные статьи. Он был первым имамом Кавказа. Жизнь была его короткой, но очень яркой. Существует немало легенд об этой яркой героической личности. Но все ли они соответствуют действительности? Одни считали его венецианским авантюристом Джованни Баттиста Боэтти. Кто-то считал, что это какой-то заезжий монах, который прибыл сюда и начал, так сказать, возбуждать народ. Кто-то считал его индусом. Это совсем не так. Мансур был из уздений свободных, имел хорошее красноречие, имел мысли. И вообще, как я уже сказал, необыкновенным был человеком. Образованный, умный, мужественный, обладающий невероятной харизмой. Шейх смог завоевать авторитет не только в родной Чечне, но и за ее пределами. Особенно Мансура любили простые горцы. Он смог объединить в борьбе с царской Россией многие народы Кавказа. Мансур проповедовал против кровной мести, против вредных адатов, за укрепление шариата, жить по шариатским законам, не терпеть над собой какое-то насилие, то есть мусульманин должен быть свободным человеком. И поэтому все это, конечно же, привлекало к нему простых людей, простой народ. Более того, к нему прислушивались и некоторые владетели сами, потому что все-таки они в нем видели, как мы сегодня говорим, харизму. Шейх Мансур боролся за свободу и независимость Кавказа. Он несколько раз одерживал победы и стал большой преградой для царской армии. Но силы были неравны. Во время штурма крепости Анапа тяжело раненого имама взяли в плен и отвезли в Санкт-Петербург. Мансур пытался с Батал-Пашой, с турецким полководцем, была такая договоренность, что оба начнут военные действия. Мансур опять на Кизляр поход, а Батал-Паша в своем регионе. И то, что Батал-Паша был разбит и потерпел поражение, это сыграло и на действия Мансура, который укрылся в крепости Анапа, построенной турками, и там после яростного сопротивления раненый, он оказался в плену. Российские ученые писали о нем как о первом революционере Кавказа. А имам Шамиль на вопрос, кого он считает примером для подражания, называл имя шейха Мансура. Умер он в 1994 году. Через 3 года родился имам Шамиль, будущий имам, который впоследствии, уже став имамом, конечно, был восхищен. Мансур вообще был для Шамиля это объект уважения, восхищения, и не раз он говорил о том, что это, конечно, тот, за которым следует идти и шли люди. Мансур был молод, полон сил и готовности воевать до конца. Ему не было и 30 лет. На суде он не признал своей вины. И тогда имама заключили в Шлиссельбургскую крепость на пожизненный срок. Так горец, любящий свободу, оказался в камере без света и свежего воздуха. Шейх умер от чехотки через несколько лет. Вся его деятельность велась к тому, чтобы к свободе, к независимости, к свободе религии, к нравственности и много к чему хорошему. Поэтому шейх Мансур, конечно, это жемчужина кавказских народов. Простой, но свободный уздень Ушурма смог повести за собой народы Кавказа. Он боролся за свободу и независимость, учил горцев жить правильно по законам шариата. Шейх так и ушел в иной мир несломленным. И не случайно он взял себе новое имя – Мансур, что означает «победитель». Батян Брузиева, Рамазан Магомедов, специально для телеканала «Алиф». Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.